Всем привет, друзья! Сегодня будем обрезать кустики крыжовника после сбора ягоды разных сортов. Вот. Сразу скажу, что общего такого шаблона по обрезке нету. Каждый кустик формируется отдельно. Все зависит, друзья, от того, сколько за момент вегетации этого года он выгадал нам одногодовалого побега и какая длина у него уже прироста на двухлетней побежке. Давайте рассмотрим этот кустик. Здесь практически ни одного одногодовалого побега-то и нету, видите? Побежки, они двухлетки. Вот рассмотрим, как их можно обрезать. Два варианта. То есть мы можем обрезать его на перевод, то есть на побежек второго порядка, боковой побежек. Вот что у нас при этом произойдет? То есть в следующем году, да, у нас будет ягода на этих побежках, все будет красиво, плодоносить. Но если мы обрезали, мы оставляем себя уже без урожая на следующий год. То есть так как у нас одногодовалого прироста нету, естественно, мы обрезали, здесь отплодоносило, ягоды нету. Вот в этом случае, друзья, смотрите, мы обрезаем, укорачиваем на сантиметров 15-20. Вот, у нас получается в следующем году здесь ягодка. И параллельно с этим образуются вот здесь вот точно такие же короткие побежки бокового порядка. Вот. И все, мы собираем ягодку, а в следующем году, где были сформированы эти побежки, будет также ягодка. Вот, все, давайте обрежем. Там, где прирост, смотрите, вот такой большой, здесь около метра, метр 20, можно ставить чуть-чуть больше. Оп, все, так, этот обрезали, ну вот еще один остался. Так, промахнулся, хоп, все, друзья. Это что касается вот такого кустика крыжовника, на котором практически не сформированы одногодовалые побеги. Вот. Идем дальше. Следующий сорт. Смотрите. На нем, друзья, очень много прироста. Видите? Вот. Побежки этого года. Вот сколько их. Вот так. Присутствует здесь вот двухлетний побег, на котором также выходит у нас боковые побежки. Здесь один, второй. Вот он. И там третий. Что мы будем с ним делать? Вот, так как у нас здесь прироста очень много, мы можем сделать уже на перевод. То есть переводим на первый боковой побег. Все. Перевели. Здесь тоже смотрим образование. Вот последний боковой побег. Или первый с этой стороны. Обрезали. Все. И что у нас получается, друзья? Мы оставили здесь порядком вот 3-4, видите, одногодовалых побегов, на которых будет урожай. Вот видите, там еще ягодка осталась. Вот она. То есть у нас здесь на этих побежках в следующем году образуется урожай. А на одногодовалом побеге, вот здесь, образуются также боковые побежки, на которых будет уже урожай в следующем году. Вот. С этим все. Следующий кустик. Следующий сорт. Здесь, смотрите, такая смешанная ситуация получилась. Здесь вот парочка у нас выстрелила одногодовалого побега. Вот это прирост этого года. И вот 3 кустика двухлетнего побега. Вот. Здесь, друзья, мы укорачиваем не так сильно, так как их рост, видите, здесь сантиметров 50. То есть оставляем, ну, практически, наверное, 5, 6, 7 почек и режем. Вот. Один побежек обрезали. Здесь то же самое. Обрезаем после последнего нашего бокового побежка. Обязательно оставляем 1, 2, 3, 4, 5 и обрезаем. Вот. Здесь что у нас? Смотрим. Здесь еще совсем побежек маленький, хоть он и второго года, мы его вообще не трогаем. Все. И что у нас получилось? У нас получается, что вот здесь у нас получается, мы оставили на двухлетнем побеге также приросты. Это уже второго порядка боковые побежки. Вот они идут, закончились. И оставили также почечки на развитие уже в следующем году роста также боковых побегов, на которых сформируется уже в следующем году урожай. Вот. Так, дальше идем. Ну вот, друзья, вот смотрите, когда у вас такой кустик совсем еще, давайте с этой стороны стану, не развитый, да, вот, то есть у него мы имеем маленький
одногодовалый побежек. И также такой же маленький, вот, но разветвленный, видите, побежек уже с побежками второго порядка он выпустил. Но он слишком маленький. То есть такие побеги, такие кустики, вообще мы к ним не прикасаемся. Все, мы им даем развитие, пускай еще годик вырастут. Этот побежек у нас увеличится. Тут здесь одногодовалый побежек тоже даст нам боковую поросль. И все, и пускай отдыхает пока. Вот, набирается сил для будущего урожая. Вот, все, друзья. Вот такая формировка кустиков. Кому было полезно видео, ставим лайки, не забываем подписываться. И пока-пока.